Все началось с маленького плана, который внезапно превратился в тайную миссию. Чингук, Тэхён и Чимин договорились приготовить ужин-сюрприз для Бан Пиди. Никто, кроме них троих, об этом не знал. Они даже закрыли все шторы, чтобы персонал ничего не заметил. Но их необычная собранность вызвала подозрения. И с этого момента события начали развиваться неожиданно. Чингук энергично метался по кухне. В руках у него был список ингредиентов, написанный собственноручно. Тэхён с драматичным видом проверял специи. А Чимин играл роль охранника двери, чтобы никто не вошел. Эта миссия была для них крайне серьезной. Но именно эта серьезность делала все еще подозрительнее. Аромат готовящейся еды начал распространяться по всему этажу. Персонал стал интересоваться, кто готовит. Но троица старалась сохранять абсолютное спокойствие. Чингук даже сказал, это точно не отсюда пахнет. Хотя всем было ясно, что запах идет именно с их кухни. Напряженно, но забавно одновременно. Тэхён, как мастер визуального оформления, занялся декором блюд. Он раскладывал овощи, будто создавал музейный экспонат. Чингук даже остановился, чтобы полюбоваться процессом. Чимин улыбался с гордостью, наблюдая гармонию. Редко им выпадало готовить вместе. Но этот вечер ощущался как теплая встреча старых друзей. Трое поклялись хранить эту тайну всерьез. Бан Пиди не должен был заподозрить ни малейшего следа. Они хотели сделать настоящий сюрприз. Но, как всегда, чем больше скрываешь, тем выше шанс, что все раскроется. И именно так оно и произошло. Чимин вдруг услышал приближающиеся шаги. Он подал срочный сигнал Чингуку и Тэхёну. Они запаниковали, но попытались выглядеть естественно. Тэхён накрыл горячую кастрюлю полотенцем. Чингук молниеносно выключил плиту. Все произошло за доли секунды. Сотрудник заглянул на кухню с подозрительным взглядом. «Почему вы все здесь?» — спросил он. Чимин натянуто улыбнулся, скрывая панику. Тэхён ответил, «Мы просто обсуждаем кое-что». Хотя запах чеснока и мяса заполнял всю комнату. Ситуация почти выдала их план. К счастью, сотрудник ушел, не задавая вопросов. Троица облегченно выдохнула. Они поняли, что миссии нужен более продуманный план. Чингук взял на себя роль лидера операции. Тэхён вернулся к приготовлению супа. А Чимин следил за временем и порядком. Обстановка становилась все напряженнее. Еда почти готова, но давление росло. Появился слух, что Бан Пиди направляется в студию. Время таяло на глазах. Чингук ускорил темп готовки. Тэхён и Чимин спешно накрывали на стол. Стол выглядел идеально и элегантно. Тэхён расставил маленькие свечи для уюта. Чимин добавил маленькие цветы в центр. Чингук сделал финальную пробу блюд. Нежный аромат наполнил комнату. Все походило на ресторан высокой кухни. Но вдруг дверь распахнулась без предупреждения. Вошел Бан Пиди с любопытным выражением лица. Троица застыла, словно статуи. Все произошло слишком быстро. Не было времени ни спрятаться, ни придумать оправдание. Секретная миссия была разоблачена. Бан Пиди осмотрел теплую, но хаотичную кухню. Затем перевел взгляд на троицу, застигнутую с поличным. Чингук сдерживал нервный смешок. Тэхён замер, как восковая фигура. Чимин на мгновение забыл, как дышать. Повисла долгая тишина. «Что вы делаете?» — медленно спросил Бан Пиди. Звучало это крайне драматично, будто он допрашивал тайных агентов. Чингук собрался с духом и ответил, «Мы хотели приготовить ужин-сюрприз для вас». Атмосфера мгновенно смягчилась. Бан Пиди замолчал,
затем тихо рассмеялся. Он покачал головой с теплой улыбкой. «Почему вы просто не сказали?» Чимин тихо ответил: «Так сюрприз же». Тэхён кивнул с легкой улыбкой. Тайна раскрылась, но красиво. Бан Пиди подошел к сервированному столу. Он внимательно осмотрел каждое блюдо. Он явно не ожидал такой заботы. «Давайте поедим вместе», — сказал он мягко. Троица обменялась облегченными взглядами. Сюрприз удался, пусть и не идеально. Когда они сели, атмосфера стала спокойной. Чингук рассказал, как готовил основное блюдо. Тэхён описал свои идеи оформления. Чимин поделился, как отгонял персонал. Бан Пиди слушал, тихо посмеиваясь. Этот момент был по-семейному теплым. Бан Пиди попробовал первое блюдо. Он закрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Чингук нервно ждал оценки, будто экзамена. Чимин кусал губу в надежде на похвалу. Тэхён уверенно улыбался. Наконец, Бан Пиди утвердительно кивнул. «Очень вкусно», — сказал он искренне. Чингук ударил по столу от облегчения. Тэхён драматично выдохнул. Чимин засветился от радости. Комнату наполнил смех. Все напряжение исчезло мгновенно. Разговор перешел от серьезных тем к шуткам. Они вспоминали времена тренировок. Бан Пиди делился старыми историями. Комната наполнилась теплом воспоминаний. Все смеялись искренне. Усталость дня испарилась. Чингук вынес второе блюдо. Тэхён помог разложить тарелки. Чимин следил за порядком. Их командная работа была естественной. Бан Пиди наблюдал с гордостью. Это действительно выглядело как семья. Этот вечер был совсем другим. Без камер, без сценариев, без дедлайнов. Только смех, еда и искреннее общение. Бан Пиди наслаждался каждым моментом. Так же, как и трое участников BTS. Это ощущалось как дом. После ужина они вместе убрали со стола. Никто не позволил другому работать одному. Кухня вновь стала чистой. Бан Пиди улыбался, наблюдая их сплоченность. «Это ценнее любого официального события», — сказал он. Троица полностью согласилась. Чингук сказал: «Хотя нас поймали, было весело». Чимин рассмеялся и похлопал его по плечу. Тэхён добавил: «Причем поймали очень драматично». Бан Пиди кивнул, смеясь. «С вами все всегда драматично», — ответил он. Все вновь расхохотались. Они снова немного посидели и поговорили. Бан Пиди дал им теплые советы. Он поблагодарил их за заботу и усилия. Троица почувствовала себя очень ценимой. Этот вечер был по-настоящему особенным. Память на долгие годы. Когда пришло время уходить, стало тихо. Чингук выключил свет на кухне. Тэхён убрал погасшие свечи. Чимин тихо закрыл дверь. Они чувствовали облегчение и радость. Миссия провалена, но идеально завершена. По дороге домой они подшучивали друг над другом. «Я чуть не умер от страха», — сказал Чимин. Тэхён громко смеялся, вспоминая их панику. Чингук ответил: «Главное, мы справились». Они согласились, что сюрприз удался. Даже если он перестал быть тайной. Эта ночь стала одной из лучших их историй. Не из-за еды или секретного плана, а из-за тепла, которое они разделили. Они создали настоящий семейный момент, который надолго останется в памяти. Сюрприз, который раскрыли, но который значил все.